Слова Медведевой вырвали из контекста, Женю хейтит, якобы она оскорбила кого-то из своей команды. Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, заявила, что некоторые слова олимпийского призера Евгении Медведевой на пресс-конференции после окончания командного турнира Кубок Первого канала были истолкованы неверно, вызвав таким образом негодование у поклонников фигурного катания. Напомним, команда «Время первых», капитаном которой была Медведева, проиграла «Красной машине», возглавляемой олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. После завершения турнира Медведева заявила, что не признает поражение. Женя на пресс-конференции сказала, что вы не признаете поражение. Это ваша позиция или просто было брошено на эмоциях? Не сказала бы, что это наша позиция. Да, мы надеялись на другой результат, но вышло так. Я на 100% согласна с тем, что Женя лидер. И подпишусь под всем, что она скажет как капитан. Я всегда буду на ее стороне, что бы она ни говорила. При этом хочу сказать, что определенные слова были вырваны из контекста. Сейчас я вижу много хейта в интернете, что Женя якобы оскорбила кого-то из участников своей команды. Как люди могут делать такие выводы? Человек настолько отдался этому турниру, каждому участнику. У нее даже не было мысли говорить о ком-то плохо. Хотелось бы, чтобы было меньше хейта в интернете. Сейчас ребята много пишут под постами друг друга. Например, красные как-то шутят в комментариях у синих. Некоторые болельщики это слишком близко принимают к сердцу и начинают волну хейта. Все было в формате шутки. Мы не воевали, и вам тоже не советуем воевать. Какой стыд, перепалка Загитовой и Медведевой заставила поморщиться иностранцев. Командный турнир фигуристов в Москве выиграла «Красная машина» Алины Загитовой. При этом приз зрительских симпатий достался Евгении Медведевой и ее команде «Время первых». С самого начала турнира Медведева выражала недовольство, ее не устроило то, как фигуристов поделили по командам. Изначально закладывался слепой жребий, но в последний момент его заменили на драфт. Загитова и Медведева, как капитаны команд, поочередно делали выбор. Так получилось, что к Медведевой попала Майя Хромых, пришедшая на замену травмированной Алене Косторной. Были три действительно сильные девочки и те девочки, которые были немножечко ниже рангом. В принципе, в женском одиночном катании сильная сторона перевешивала. Как бы ни прошла жеребьевка, сильная сторона перешивала бы у девочек. Пожелаю здоровья Алене Косторной, с ней этот турнир был бы максимально уравновешен и справедлив, посетовала двукратная чемпионка мира на совместной с Загитовой пресс-конференции. Царившее там напряжение почувствовали не только российские СМИ, но и иностранные болельщики выразили желание поскорее забыть конфликт двух именитых фигуристок. Комментарии иностранцев. Отбросив главную драму, я не думаю, что приз зрительских симпатий на Олимпийских играх – хорошая идея предложения Медведевой. Так самое серьезное и традиционное спортивное соревнование в истории скатится до банального шоу. Что уже происходит с фигурным катанием? Медведева. Здорово, что было 3 приза. За прыжковый турнир, за общий командный зачет и приз зрительских симпатий. Было бы здорово, если бы на Олимпиаде так тоже было. Вау, просто нет слов. И после этого она показывает жест Викторе. Я очень разочарована, мне стыдно за эту молодую спортсменку, которая, по-видимому, все еще считает, что олимпийская золотая медаль должна была достаться именно ей. И без колебаний заявляет об этом публично, сидя бок о бок с законной олимпийской чемпионкой. Какой стыд. С прошлой недели я отдыхаю от Твиттера, но эта драма вынудила меня вновь зайти в систему и запостить попкорном. Алина, спасибо, что заступились за Майю. Честно говоря, они обе предстают в невыгодном свете, но особенно я потрясен поведением Медведевой. Похоже, коричневый джем присущ всем поколениям российских фигуристов, и было бы неплохо им вспомнить, что они ведут себя некрасиво и впутывают невиновных, которые совершенно случайно попадают под перекрестный огонь, бедная Майя. Знаете, вся эта пресс-конференция наделала шума,
Но все, что я вижу, это двух девушек, которые не особо любят друг друга. У обеих есть на то причины, и в этом нет ничего страшного. Не обязательно любить своих соперниц, нужно просто уважать друг друга. И которые слишком устали. А Евгения, вероятно, не домогает, чтобы выдавать идеально отрепетированные ответы. В общем, оставьте обеих дам в покое. Переводчик субтитров к видео явно немного предвзят и нагнетает драматизма. Журналисты тоже хороши, задают вопросы в надежде получить спорные ответы. Я надеюсь, что и Алина, и Женя найдут время на отдых. Не обязательно любить своих соперниц, просто уважайте друг друга. А Евгения этого не делает, вот в чем проблема. Спасибо, конечно, за более развернутый перевод пресс-конференции, но, наверное, хватит. Мы уже знаем, что случилось, и хотим все об этом забыть. Академия фигурного катания Ангелы Плющенко показала, как чемпионка Европы 2020 и победительница финала Гран-при 2019 Алена Косторная работает над произвольной программой под руководством хореографа Шо Лин Бурн из Канады. Алена Косторная глубокими вечерами. Разница во времени. Работает с канадским хореографом Шо Лин Бурн и тренером Сергеем Розановым над новой произвольной программой. Желаем Алене скорейшего восстановления после болезни, и ждем на новых стартах в этом сложном для нее сезоне с новыми программами. Новая произвольная программа получилась очень красивой. И мы уже ее видели. Отмечается в публикации Академии. Косторная в декабре переболела вирусом, из-за чего не успела набрать форму и выступить на чемпионате России в Челябинске.